Австралия находится на шестом месте в мире по площади и остается единственной страной-континентом на планете, обладающей колоссальными запасами природных ресурсов, уникальными экосистемами и выходом сразу к 5 морям и океанам. При этом почти 90% ее территории до сих пор остаются незаселенными. Но это не мешает Австралии стабильно входить в число крупнейших экономик мира. На всю страну приходится всего 6 городов с населением более 500 тысяч человек, и ни один из них не расположен на северном побережье, в регионе, который богат полезными ископаемыми и находится значительно ближе к Джакарте и Сингапуру, чем к собственной столице. И это в то время, когда мировая торговля все активнее концентрируется вокруг азиатских портов. Фактически ощущается запах денег, которые Австралия могла бы зарабатывать, но по каким-то причинам этого не делает. Возникает логичный вопрос: что для страны важнее — устойчивость и стабильность или туманная перспектива дополнительного богатства? И чего может стоить Австралии даже сама попытка превратить север континента в процветающий торговый узел? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Несмотря на то, что Австралия окружена океанами, большая часть ее территории представляет собой так называемый «аутбэк». Именно его чаще всего и представляют, когда слышат слово «Австралия». Это огромные пустынные пространства с красной почвой, выветренными плоскими скалами, колючими кустарниками и крайне суровыми условиями. Жить в аутбеке откровенно тяжело. Здесь изнуряющая жара, тучи мух, постоянные проблемы с водой и почти полное отсутствие привычных благ цивилизации. Условия, мягко говоря, некомфортные. Тем не менее, даже здесь можно встретить людей, фермеров, представителей коренного населения или редких одиночек. Однако в экономическом смысле большая часть континента практически не приносит Австралии никакой выгоды. Основные деньги стране дают южное и восточное побережья. Здесь климат значительно мягче. Здесь были построены современные города — Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт и другие. Именно здесь сегодня проживает более 80% всего населения Австралии. Здесь же находятся крупнейшие торговые порты, через которые страна экспортирует полезные ископаемые, драгоценные камни, зерновые культуры, соль, мясную продукцию и множество других товаров. Благодаря этому Австралию можно уверенно назвать финансово успешной страной. Она занимает 13-е место в мире по размеру экономики, демонстрирует долгосрочный рост ВВП и отличается высоким уровнем жизни. Основой этих доходов остается экспорт. Австралия продает миру то, чем богаты ее земли. Еще в середине XIX века здесь были обнаружены огромные запасы золота. Это вызвало массовый приток авантюристов со всего мира. Параллельно плодородные южные и восточные регионы континента позволили с нуля создать мощный аграрный комплекс. После Второй мировой войны, когда разрушенная Европа отправила в Австралию миллионы мигрантов в поисках новой жизни, горнодобывающая отрасль и сельское хозяйство начали развиваться еще более быстрыми темпами. Австралии удалось выстроить торговые отношения практически со всеми ключевыми игроками мировой экономики — США, европейскими странами и азиатскими соседями, включая Китай, Японию и Южную Корею. Основу экспорта долгое время составляли вино, говядина, молочные продукты и шерсть, и эти позиции остаются важными до сих пор. Австралийская говядина уже много лет занимает второе место в мире по объему экспорта, уступая лишь Бразилии. Около 60% всей экспортируемой говядины отправляется в США. Фактически, примерно треть постной говядины, используемой в американских бургерах и стейках, имеет австралийское происхождение.
Еще одной ключевой экспортной позицией является пшеница. На ней во многом держатся Китай, Индонезия, Япония, Малайзия и страны Ближнего Востока. Наиболее зависимой от австралийских поставок остается Индонезия, где доля этой пшеницы достигает около 50% от общего потребления. Однако, если перейти к действительно важной теме, то становится очевидно, что основой австралийской экономики являются полезные ископаемые. Около 60% всего экспорта страны приходится на железную руду, золото, уголь и природный газ. Главным торговым партнером Австралии в этой сфере является Китай. Более половины лития, используемого Китаем для производства современных аккумуляторов, добывается именно в Австралии. Доля железной руды еще выше — около 64%. Помимо этого, Китай закупает у Австралии уголь, золото, сжиженный природный газ и уран в огромных объемах. В итоге, более трети всего австралийского экспорта завязано на китайский рынок. Это делает страну экономически зависимой и одновременно создает напряжение в отношениях с США. Австралия формально остается союзником Вашингтона, но при этом тесно связана с Пекином торговыми цепочками, из-за чего ей постоянно приходится балансировать между интересами двух сверхдержав. Помимо экспорта сырья, Австралия, как и большинство развитых стран, активно зарабатывает на сфере услуг. Здравоохранение, образование, туризм и финансы играют все более важную роль. Примечателен и тот факт, что около 90% всех финансовых операций в стране проходит через государственные банки. Иностранные банки долгое время были фактически запрещены, а сегодня их доля не превышает 5%. Это позволяет удерживать финансовые потоки внутри страны. Однако при всем внешнем благополучии у Австралии есть серьезные проблемы. Главная из них — высокая стоимость жилья. С 2023 года экономика страны находится в состоянии рецессии. Процентные ставки растут. В стране ощущается острый дефицит недвижимости. Для покупки среднего дома в Сиднее семье необходимо зарабатывать не менее $260 тысяч в год. В Мельбурне — не менее 170 тысяч. При этом средний доход домохозяйств в этих городах не превышает $100 тысяч в год. К этому добавляются старение населения, высокий спрос на аренду, замедлившийся рост ВВП и общее давление на социально-экономическую систему. На этом фоне все чаще звучат идеи о том, что ситуацию могло бы изменить освоение северного побережья континента. На первый взгляд, оно кажется невероятно перспективным. Близость к Азии дает возможности для новых торговых маршрутов и стратегических преимуществ. Север Австралии богат полезными ископаемыми, которые добываются здесь уже десятилетиями. И все же за все время существования страны здесь так и не появилось ни одного крупного города. Самый большой населенный пункт региона, Дарвин, насчитывает около 140 тысяч человек. Экономика города держится в основном на горнодобывающей промышленности и туризме. Люди приезжают сюда ради национальных парков и водопадов. Кроме того, Дарвин имеет важное стратегическое значение. Здесь размещаются австралийские вооруженные силы и подразделения морской пехоты США. А в 2015 году порт Дарвина был сдан в аренду китайской компании на 99 лет, что резко усилило геополитическую напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе. Если с преимуществами Севера все относительно понятно, то с недостатками ситуация куда сложнее. Главный из них — климат и география. Летом здесь стоит изнуряющая жара. Сезон дождей длится долго и сопровождается мощными ливнями. В остальное время регион страдает от засухи. Реки могут за одну ночь разливаться так сильно, что превращают пыльные равнины в болото, а затем столь же быстро пересыхать.
К этому добавляются циклоны, пожары, труднопроходимые территории, опасные животные и растения, а также крайне низкое качество почв. Именно поэтому первые британские поселенцы не стремились осваивать север. Им были нужны пресная вода, умеренный климат, выход к морю и условия для земледелия. Так и появились города Юга и Востока. Попытки закрепиться на севере долгое время заканчивались провалом из-за болезней, изоляции и суровых условий. Дарвин выжил скорее вопреки обстоятельствам, чем благодаря им, и его существование объясняется прежде всего стратегической важностью. Коренное население, в отличие от европейцев, сумело адаптироваться к этим условиям. Оно не пыталось подчинить природу, а подстраивалось под ее ритмы, формируя мобильные сообщества и живя в циклах влажного и сухого сезонов. В итоге, сегодня Северная Австралия представляет собой разрозненную сеть небольших поселений и аванпостов с плохими дорогами, ограниченной инфраструктурой и крайне непредсказуемым климатом. Освоить все это технически возможно, но остается главный вопрос: действительно ли потенциальная выгода оправдывает колоссальные затраты, риски и социальные последствия, или же для Австралии стабильность по-прежнему важнее сомнительной попытки экономического рывка? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.